Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Подписывайтесь и включайте уведомления о новых публикациях, нажав на колокольчик. Сегодня готовим с вами очередной очень вкусный десерт, посвященный тематике легендарных конфет. Я уже готовила несколько тортов. Это был Чоко-пай, Рафаэлло и Сникерс без выпечки. Рецепт сегодняшнего пирожного Баунти и рецепт предыдущих тортов я оставлю внизу к описанию к этому видео. Сначала подготовим все продукты. Обязательно они должны быть все комнатной температуры. Сначала начнем с бисквита. У него будут отдельно продукты сухие и отдельно мокрые. Для сухих подготовьте 120 грамм муки, 30 грамм кукурузного крахмала, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соли, 30 грамм качественного какао-порошка, оно не должно содержать в составе сахар, и 150 грамм сахара. Для мокрых 1 яйцо, 40 грамм растительного масла и 30 грамм растопленного сливочного масла, пакетик ванильного сахара и 140 мл молока. Для кокосового слоя 180 грамм сливочного масла, 82% жирности, 130 грамм сахара, 120 мл молока, 240 грамм кокосовой стружки. Обратите внимание, она обязательно должна быть свежей и не имеет других посторонних запахов. И для глазури 150 грамм шоколада и 30 грамм растительного масла. В первую очередь будем выпекать бисквит. Сначала смешайте между собой все жидкие ингредиенты: яйцо, растительное масло, сливочное масло и молоко. Теперь смешайте между собой сухие продукты: муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль, сахар, ванильный сахар и какао. Добавьте жидкие ингредиенты к сухим. Долго тесто нету надобности перемешивать, поэтому сделайте несколько движений, чтобы буквально тесто стало однородным. Оно станет по консистенции похожим на жидкую сметану. Вылейте в форму, выстеленной пергаментом. У меня размер формы 24 см длина, 4 высота и 20 ширина. Выпекать в разогретой духовке при 170 градусах в режим вверх-вниз 20-25 минут. Пока печется бисквит, сделаем кокосовую начинку. Смешайте между собой молоко, сахар и сливочное масло и доведите до кипения. Как только масса закипела, сразу добавьте кокосовую стружку, немного перемешайте и уберите с плиты. Продолжайте хорошо вымешивать и потом оставьте остывать. По истечению времени достаньте бисквит из духовки, проткните деревянной шпажкой и проверьте готовность бисквита, она должна выходить сухой. Дайте остыть бисквиту 20 минут и потом длинным ножом подровняйте верхнюю часть.
Обильно пропитайте бисквит. Я оставлю рецепт пропитки в описании к этому ролику. Верните бисквит в форму, в которой он выпекался, и выложите сверху кокосовую начинку. Начинку важно хорошо утрамбовать. Это удобно делать основанием бокала. Положите пирожное в морозилку на 1 час. Готовим шоколадную глазурь. Растапливаем шоколад в сотейнике с толстым дном на минимальной мощности, хорошо промешивая, чтобы не осталось ни одного нерасплавленного кусочка шоколада. Вы можете расплавить шоколад также в микроволновке импульсами, либо на водяной бане, так как вам удобно. Добавьте растительное масло и хорошо перемешайте и уберите с плиты. Вылейте шоколадную глазурь на кокосовую начинку и разровняйте слой. Потом поместите снова в морозилку, но в этот раз на 15 минут. Пирожное Баунти готово. Получается очень вкусным, точь-в-точь как конфета. Для любителей кокоса, я уверена, это будет любимый десерт. Готовьте его и отправляйте это видео своим друзьям и знакомым. Помогайте этому ролику продвигаться, оставляя свои комментарии и лайки. Подписывайтесь на канал. До свидания.